Добрый день, друзья! Представьте себе, что в вас нету ни грамма сомнения. Просто представьте, что у вас есть только непоколебимая уверенность в себе, уверенность в своих силах. И вы легко, играючи, идете и беретесь за любой проект, любое дело, любое начинание, потому что вы знаете, вы обречены на успех. Только по факту того, что вы есть вы. У вас есть невероятная решимость, это как двигатель. И топливо – это ваша непоколебимая вера в себя. И вы буквально на сверхскоростях движетесь к любым проектам, к любым задачам. Легко и играючи их достигаете. Если бы было так легко, на самом деле нет. Потому что в каждом из нас живет сомнение. Ну и ладно, если бы оно просто там жило. Но это же сомнение, оно руководит нами. В какой-то момент это сомнение берет под контроль нашу жизнь. В частности, у вас есть ваш автомобиль, у вас есть горючее, и вы просто можете нажать на газ. Но вы этого не делаете. Потому что внутри есть что-то такое, что говорит: не получится. Это невозможно. Это нереально. Я мечтаю о чем-то невозможном. И это то, что начинает блокировать вашу жизнь. И самое страшное, это блокирует не только сегодняшние шаги, это блокирует вообще все ваши достижения и вообще весь проект вашей жизни, который может свестись просто к каким-то мелким задачкам. Потому что мы никогда не решились, мы никогда не задумывались заглянуть. А почему? А почему эта вера или ее отсутствие мне мешает? Генри Форд когда-то сказал грандиозную фразу. Она звучит так: если ты веришь, что ты можешь, или если ты веришь, что ты не можешь, в обоих случаях ты прав. И это грандиозная фраза. Вопрос только, будем же мы давить на газ или на тормоз? Позволим ли мы управлять нашей жизнью нашей верой в себя, или мы позволим управлять ею нашими сомнениями? Друзья, обязательно досматривайте это видео до конца, потому что здесь мы сделаем сегодня глубочайший разбор, что такое сомнения, откуда они рождаются, как с ними побороться и как, собственно, выстроить этот фундамент железобетонной веры в себя, когда вы точно можете сказать: я могу, я иду и я обречен на успех. Здесь будет только две, но сверхмощные методики, которые обоснованы всеми современными знаниями, от нейронауки до психологии. Как перепрограммировать себя и как сделать так, чтобы в нашей жизни была только педаль газа и никакого тормоза. Мы разовьем в себе непоколебимую уверенность в себе. Итак, поехали. Кто меня не знает, меня зовут Кейт Фрай, я философ, психолог и трансформационный ментор. Здесь мы будем разбирать очень глубоко и очень досконально, как же перепрошить наши системы для того, чтобы вступить в яркую, насыщенную жизнь. Жизнь, которой вы достойны. Если вам откликается, обязательно подписывайтесь на канал, здесь будет очень много интересных тем. Ну а если вам действительно откликается, добро пожаловать в индивидуальную работу. И я вам гарантирую только одно: пути обратно уже не будет. Только вперед, только в новую, красивую, яркую жизнь. Ту жизнь, которую вы хотите и которую вы заслуживаете. Где же первопричина, почему мы сомневаемся в себе настолько жестким образом? Почему мы блокируем себя? И на самом деле причина, она глубоко в детстве. Мы все знаем, что ребенок до 7 лет, он не обладает критическим аппаратом. Это значит, что все утверждения, все, что говорят родители или в принципе близкое окружение, оно формирует идентичность ребенка, оно формирует его «я». И вот этом «я», собственно, и рождается. Я могу или я ни на что не способен. И статистические данные показывают, что в среднем в день ребенок слышит порядка, задумайтесь, сколько негативных слов слышит ребенок в день. Задумайтесь на секунду, ответьте себе на этот вопрос. На самом деле 460 ограничивающих убеждений.
Что ты снова наделал? Тебе ничего нельзя доверять. Прекрати это делать. Хватит разбрасывать. Там, да, я лучше сама сделаю. Что ты за ребенок такой? То есть из этих 460 позитивных остается только порядка 30-60. Вот вы и представляете, какой невероятный дисбаланс. У нас 95%. Ты не можешь, ты не справишься, ты все время все портишь. И порядка 3-5%, который говорит: окей, ты молодец, ой, как классно ты это сделал, ты умничка. Дисбаланс налицо, поэтому здесь не нужно удивляться, и этот факт, он тотальный. Это не только про вас или это про меня, это абсолютно про всех, поэтому нам нужно просто принять это. И, собственно, уже пытаться менять, зная эту динамику, хвалите больше окружающих людей. Есть у вас дети, ваши близкие люди, даже за любую мелочь, говорите им добрые слова, говорите, как здорово, как красиво, как вы тронуты, как вы польщены. Неважно, начинайте сеять семена здоровых амбиций и здоровой самоуверенности ваших близких. Кстати, кому эта тема откликается, у меня есть потрясающее видео на эту тему, именно как выстраивать правильные отношения с нашими близкими и как, собственно, вывести эти отношения на буквально новый уровень. Неважно, отношения с детьми, с близкими, с родственниками. Я советую буквально всем пересмотреть это видео, потому что я вам обещаю, что ваше сознание буквально перевернется. А мы двигаемся дальше. Как мы видим, уже была определенная программа заложена в глубоком детстве. Но на этом все не останавливается. Дальше больше. Мы идем в школу. И посмотрите, какая у нас система оценивания в школе. Банальный пример. Мы пишем диктант. В диктанте 100 слов. Из них 5 ошибок. Каким образом нам покажут этих 5 ошибок? Огромным красным размашистым почерком нам покажут, что мы глупые. А почему не сделать фокус на 95 словах, которые были написаны правильно? Почему не поставить оценку 95% молодец? Ты почти супергерой. Тебе чуть-чуть подтянуть, и ты просто лучший из лучших. Надеюсь, что эта система будет двигаться в более гуманную сторону в будущем. И смотрите, что интересно. Было проведено исследование, опубликовано Harvard Business Review 2021 года, где 70% опрошенных людей испытывают синдром самозванца. То есть они чувствуют, что они находятся не на том месте, они не справляются со своими задачами, и их вот-вот разоблачат. И это 70% людей, которые живут, работают в таком майндсете, что я недостаточный, что я недостаточно хорош. Но хорошая новость, мы можем на это повлиять, мы можем себя перепрошить. И сегодня мы это сделаем. И рассматривая вот эти первопричины, последнее, что нас буквально добивает, и добивает на каждодневном базисе, это социальные сети. И особенно это критично для юных людей, для подростков, чья психика еще не окончательно сформирована. Потому что именно социальные сети, они нам создают вот это вот пространство иллюзии, что кто-то добился каких-то сверхнереальных результатов, что кто-то живет какой-то сверхнереальной жизнью, а то, что зачастую это просто какая-то показуха и картинка, но это подавляет у людей, особенно у молодежи, вот это ощущение собственной здравой самооценки. Социальные сети, оно провоцирует в нас вот это ощущение недостаточности. И, собственно, это, можно сказать, есть инвестиция в себя, а это, можно сказать, антиинвестиция в себя. Если вы хотите добивать свою и так слабую самооценку, продолжайте зависать в социальных сетях. Ну или, по крайней мере, подбирайте себе тот контент, который вас чему-то обучает и вас к чему-то двигает. Так как же нам развивать эту уверенность в себе? Как нам перепрошить этот огромнейший блок негатива, который нас сдерживает? Который, собственно, на 95% в нашей жизни и состоит из педали тормоза, а не педали газа. Было проведено исследование. Я уже упоминала это исследование в другом своем видео, но я хочу сказать о нем снова, потому что
Мне кажется, об этом должны знать все. И это эксперимент, он должен лечь вот просто в основу, в какую-то стратегию жизни каждого из нас. Это эксперимент Пигмалиона, когда учителям в школе случайным образом выдали список из 20 учеников и сказали, что это гениальные дети. Ничего не требовалось, никакого особого подхода, ничего не поменялось. Проходит полгода, и учителя, хотели они этого или не хотели, они автоматически изменили отношение к этим детям. Где-то, может быть, более внимательно, более, может быть, поощряли, где-то помогали. И их фокус, он был заточен на увидеть в этих детях потенциал. И действительно, эти дети стали проявляться больше и больше. Больше инициативы, больше правильных ответов, больше желания брать какие-то сложные задачи. Проходит полгода, подводят тест успеваемости, и эти дети, собственно, эти гениальные дети, они на 40% их успеваемость выше, чем все остальные дети. А потом учителям сообщают, это был просто эксперимент. Эти дети ничем другим не отличаются от других детей. Просто представьте, это просто невероятный обман, который раскрывает огромнейший потенциал, который закладывает буквально траекторию новой жизни у этих детей, который просто раскрывает им абсолютно новые горизонты, потому что кто-то на них смотрел глазами веры. И я хочу, чтобы мы сейчас в этом контексте сказали себе: я буду своим учителем, я стану своим наставником и тренером, и я буду видеть в себе потенциалы, я буду себя поощрять, я буду себе говорить, какой я молодец, я буду видеть все свои заслуги, и тем самым я начну перепрошивать свою программу мозга. Если вы хотите еще глубже посмотреть именно, каким образом, собственно, наш мозг и формирует нашу реальность, то есть каким образом все наши мысли проходят систему фильтрации и начинают складываться обстоятельства в соответствии с тем фокусом и ракурсом, который мы задаем, смотрите мое другое видео. Я вам тоже рекомендую действительно его посмотреть, и, может быть, посмотреть дважды, законспектировать, потому что это сверхмощное видео, которое даст вам буквально понимание, как мы создаем свою реальность. Никакой эзотерики, только наука. Как наш мозг формирует картинку нашей реальности в соответствии через те мысли, которые мы допускаем или не допускаем. Итак, возвращаемся к этому эксперименту. Я хочу, чтобы мы сейчас, каждый из нас, просто осознал, что если мы через какие-то добрые слова, через веру, через поощрение других людей можем провоцировать такие невозможные результаты, а я считаю, этот результат, он действительно колоссальный, то что же будет, если этот внутренний наставник поселится в нас самих? Если мы себе скажем, пообещаем, я никогда больше не буду себя ни за что винить, я просто всегда буду на своей стороне. Мы знаем, что в нас живет множество субличностей. И вот этот вот внутренний критик у нас существует, который все время контролирует, который все время придирается, который вот ты не доделал, ты мог бы так, вот, а здесь надо было поступить по-другому. А я хочу, чтобы вы взрастили в себе, ну как сказать, вашего внутреннего почитателя, который будет только аплодировать и который всегда будет на вашей стороне. И неважно, как бы вы ни поступили в этой ситуации, просто останьтесь верным самому себе. Потому что раз вы так поступили, значит, вы не могли иначе. Потому что вы так поступили. Значит, примите это и скажите: я не мог иначе, я поступил именно так. И скажите себе: я молодец. Хорошо, я вижу, в следующий раз я могу сделать лучше, я постараюсь в следующий раз сделать лучше. Но сейчас я не собираюсь себя гнобить, я не собираюсь себя винить. Я на своей стороне. Станьте своим наставником, станьте своим хвалителем, станьте своим почитателем. И я вам обещаю, это изменит вашу жизнь, это изменит вашу личность. А сейчас
Для того, чтобы мы действительно начали перепрошивать наши установки, мы должны понять, как это работает. На самом деле, фактически 95% нашего времени мы проводим в каком-то бессознательном состоянии. Потому что все те установки, которые были заложены еще в глубоком детстве, еще до 7 лет, собственно, как я вам говорила, вот это ядро нашей самоидентичности, это не то, что мы про себя сказали. Это не основывается на нашей личности, на наших достижениях. Это основывается просто на том, не трогай, не делай, ты испортишь, лучше я сделаю сама. Это не про нас. Но когда-то это было закодировано. И, вы знаете, мне приходит в голову вулкан. То есть для того, чтобы мы осознали. Потому что наши установки, они имеют много уровней. И первый, вот самый верхний слой, это то, что мы могли бы попробовать отследить, о чем мы думаем на протяжении дня. И вы будете в шоке, что на самом деле на протяжении дня мы думаем одно и то же, но мы даже не отдаем себе отчета. И это так называемый самый поверхностный слой. И если вот мы представим себе вулкан, который, ну, фактически не действует, там все время есть немножко дымок, скажем так. Так вот, это те мысли. Это вот эти последствия из последствий тех глубинных программ, которые были заложены. Поэтому, если мы будем пытаться, собственно, каким-то образом этот дымок расчистить, то, наверное, большого эффекта у нас не будет, потому что нам нужно спуститься глубоко в недра этого вулкана и начать работать там, потому что именно там рождаются все эти процессы. Именно там вот это ядро самоидентичности. Поэтому многие говорят: ой, я буду повторять, но это все не работает. Потому что зачастую вы работаете именно с вот этим очень поверхностным слоем, и человеку самостоятельно это сложно отследить. Но я вам дам сегодня техники, и у кого будет достаточно дисциплины и понимания, что и как нужно делать, вы действительно можете перепрошить свой мозг. Ну а кто захочет действительно просто непоколебимо и сверхтемпами, идите в индивидуальную работу. Это будет гораздо быстрее, потому что вы иногда не отдаете себе отчет, что такое поверхностные мысли, а что такое глубинные убеждения. И нам, собственно, нужно начинать работать именно там. Итак, то есть то, что вы себе говорите: у меня не получится, я лучше и даже не буду пробовать и так далее. Вот эта вот педаль тормоза, на которую мы давим, это, собственно, есть уже настолько закодированный автоответчик. И нам нужно начинать просто перепрошивать его. А перепрошивать мы его можем ничем другим, как, собственно, опять-таки нашим ментальным аппаратом, нашими же мыслями. И здесь нам нужно быть очень жесткими к себе, нужно просто прикладывать дисциплину, но это очень хорошая дисциплина, она такая кайфовая, она начнет вам уже каждый день помогать жить лучше и радостней. Давно доказанный факт. Наш мозг не видит разницу между реальным опытом и нашими мыслительными установками. Поэтому для того, чтобы начать это перепрописывать, здесь только одно правило, и это повторение. И здесь, чем чаще вы будете повторять себе позитивные утверждения, тем лучше. Если вы хотите действительно мощных результатов, используйте утро и вечер. Первое, что вы делаете, когда вы проснулись, берете блокнот и начинаете писать «я» утверждения. Я такой, я горжусь собой, я все могу, я всегда добиваюсь своего, я человек слова. Если я сказал, я сделал. Ну, то есть у вас какие-то свои утверждения. То есть пишите, программируйте свою идентичность. Это уже дает вам невероятный фокус на день. И вечером то же самое. Первое, когда вы уже готовы ко сну, не социальные сети. Возьмите, напишите еще раз несколько утверждений. И здесь очень классно, если вы начнете добавлять оценки себе. Как я вам говорила, станьте вашим внутренним наставником, станьте вашим внутренним почитателем. Видите любую мелочь. Вы сегодня пришли на встречу вовремя, вы сегодня сказали доброе слово там такому-то человеку. Пишите, что вы гордитесь собой, что вы уже новая личность. Пишите, перепрошивайте свое сознание.
Сложная часть. Опять-таки, нейронаукой доказано, что для того, чтобы проложить вот эту вот новую нейронную дорожку, и чтобы она действительно стала функционирующей, нам нужно 66 дней. Поэтому здесь основная проблема, что большинство просто просмотрит это видео, начнет смотреть другие видео и ничего не сделает. А потом скажет, что это, собственно, все чушь и ничего это не работает. Но, может быть, в ком-то загорится эта маленькая свеча надежды на новую веру в себя, на новую жизнь. И кто-то пойдет и скажет: я сделаю это. Это мелочь. Это потребуется несколько минут в день. Но тот, кто пойдет и сделает, вы невероятно будете вознаграждены. У вас действительно будут открываться невероятные новые горизонты. Вы станете невероятной новой личностью. То, о чем вы думаете, вы тем и становитесь. И еще, что бы я хотела вам посоветовать, если у вас хорошие, близкие отношения, поддерживающие с вашими близкими, договоритесь, покажите им это видео, попросите их пересмотреть другое мое видео про отношения. Я вам гарантирую, это действительно перепрошивает отношения и поведение людей по отношению друг к другу, оно просто их выводит на новый уровень. И договоритесь с вашим окружением, чтобы, по крайней мере, возьмите, сделайте себе какой-нибудь ритуал. Например, за завтраком или за ужином вы хвалили друг друга. Просто говорили вот то, что вот вам сегодня откликнулось. Договоритесь об этом. И это будет невероятно просто шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком формировать буквально новый фундамент вашей гиперсамооценки. Скажите вашим близким, что вам важно слышать в каждом разговоре что-то хорошее. Может быть, какой-то комплимент, может быть, слова благодарности. Это просто выводит отношения на новый уровень. Внедрите в это свою жизнь, и вы увидите, насколько невероятные и быстрые перемены последуют. Ну и вторая методика. Опять-таки, это то, что я с вами делюсь, это действительно сверхмощные техники, которые уже проверены и доказаны. И здесь нету какого-то волшебного рецепта. Здесь это действительно дисциплина. Но дорогу осилит идущий, шаг за шагом. И я вас уверяю, что эта дорога, она будет очень приятная. Когда вы начнете писать, когда вы начнете делать, вы уже будете видеть каждый день подтверждения, вы уже будете видеть изменения. И это будет вас невероятно окрылять. Это будет вам давать вот еще больше силы, еще больше веры в себя. И ваша педаль газа, она просто станет единственно возможной. Итак, вторая методика. Очень просто. Вам нужна просто резиночка. Найдите какую-нибудь резиночку, оденьте ее себе на запястье, наподобие вот этой вот. Неважно, любая резиночка. И не снимайте ее 66 дней. Захотите, можете оставить ее навсегда. И каждый раз в течение дня, когда вы себя словите на каких-то негативных мыслях, или когда вы просто случайно взглянули на эту резинку, подумайте, о чем вы думаете. Может быть, у вас сейчас сомнения, может быть, у вас сейчас, ну, опять-таки, какой-то негатив. Как только приходит негативная идея, чаще всего она приходит, когда вы не находите в себе сил действовать, когда вы чего-то избегаете, когда вы не принимаете решения. То есть осознайте, что сейчас блокирует, и делайте что? Натягивайте эту резиночку и отпускаете. И у вас возникает болевой синдром. И это просто самая гениальная тренировка для нашего мозга. В какой-то момент у вас будет ассоциация, что негативные мысли вам вредят, что негативные установки приводят к боли. И вы в какой-то момент просто перестанете их думать. Это не происходит на раз-два. Это реально глубокая трансформационная работа. Вы просто осознайте, что мы перепрошиваем. Мы, не знаю, сколько вам лет, но мы перепрошиваем огромнейший блок настолько фундаментальных установок, на котором, собственно, и развивается вся картина вашей жизни. И нам нужно добраться туда, нам надо спуститься в жерло этого вулкана и сформировать
те блоки, которые там были в позитивные утверждения. Поэтому ваша задача каждый раз вы словили себя на мысли: я не знаю, у меня не получится, может быть, лучше и не стоит. Вы себе делаете хоп и начинаете думать позитивно. Начинаете говорить о себе: я могу. Вспомните какие-то предыдущие достижения или просто перепрошите эту установку на противоположную. Я человек дела, я сейчас иду и делаю. И просто вставайте, идите и делайте. То есть вы найдете ваши пути, вы найдете, что блокирует, вы делаете щелчок, перепрограммируете эту установку, и вуаля, чудеса начнут происходить, ребята, раньше, чем вы того даже ожидали. Друзья, любая работа по трансформации своей самооценки – это повторение и это действие. То есть сейчас я вам дала две самых мощных техники, которые только и существуют для того, чтобы перепрошить наше сознание, для того, чтобы переформировать наши негативные убеждения в позитивные, для того, чтобы это стало нашим ресурсом, для того, чтобы мы действовали из нашей силы, из нашего внутреннего ресурса, для того, чтобы мы не ждали, что придет там Маша, Петя, Сережа, наша жизнь станет праздником. Нет, это все будет происходить из нас самих, из нашей веры в себя. Я вам буду очень благодарна за ваш фидбэк. Пишите, пожалуйста, в комментариях, а какие установки вы отследили у себя, а какие мысли иногда преследуют вас, а что вам иногда не дает покоя. Потому что я думаю, через эти комментарии это даст возможность, знаете, расширить наше общественное сознание, потому что каждый человек, кто менее осознанный, он начнет читать и начнет находить их же в себе же самих. А если мы их нашли, мы, значит, можем их найти, вытащить наружу и заменить. Поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, ставьте лайк, если вам откликнулось. Это такая форма благодарности автору, это тоже мотивирует меня делать новые видео. И верьте в себя, друзья. Верьте в себя так, как никто и никогда не верил. Верьте в себя всеми силами, всем сердцем, со всей любовью, которая у вас есть. И несите эту веру в других. Я вас крепко обнимаю и огромной вам удачи. Пока-пока.